Начнем с вами вязать с левой стельки. Так, вяжу я нитью изнаночные нарезки от Yarn Cotton, Instagram, Cotton в ВКонтакте и Telegram. Также здесь на YouTube есть канал Cotton Shop. Пишите, обращайтесь, довольно-таки хорошего качества нитка и обслуживание на высшем уровне. Ну, давайте приступим. Значит, начинаем левую стельку. Воздушных петель начальной цепочки будет 23. 2 петли подъема делаю в конце. И в итоге длина стельки у меня получается 26 сантиметров. Смотрите сами, можете связать по моему мастер-классу и посмотреть, как вы выходите на размер, то есть есть ли у нас с вами что-то общее, или у вас будет идти индивидуальный размер. Тут уже дело техники, дело рук и дело материалов. Давайте начнем. Набор обычный, стандартный, воздушная петля первая, и она у меня считается уже рабочей. И дальше я набираю цепочку из воздушных петель. Их будет 23 рабочих и 2 воздушные петли подъема. 23 петли готово. Делаю 2 петли подъема и начинаю первый ряд. Вот здесь схема. Буду рисовать, продолжать схему по рядам. Значит, что у меня в этой схеме? Начинаю я с столбиков без накида, потом идет переходный полустолбик с одним накидом и далее продолжаю столбиками с одним накидом. Что здесь из размеров, как его менять? Здесь у меня середина немножко смещена к носочной части. Ну, это такая модель тапка. И чтобы вам увеличить или уменьшить размер, я рекомендую здесь в этой стельке уменьшать 2, допустим, да, если вам нужно уменьшить на нечетное количество, то большее количество на 1 уменьшаем в пяточной части, а меньшее в носочной. То есть, если вам нужно набрать на 3 петли меньше, то значит вы 2 убираете в пяточной части и только 1 убираете в носочной части. Понимаете, да? Если четная, то тогда можно будет убрать 3 отсюда с пяточной части и 1 отсюда. Тоже надо будет смотреть по модели верха. В модели тапочка, которому я вяжу эту стельку, я считаю, что лучше здесь смещение к носочной части. Потому что за счет того, что верх у нас идет расширенный, сам по себе. И чтобы нога хорошо и плотно лежала в тапочке, стопа вернее, здесь у меня получается присоединение верхней части, широкой части детали верха к узкой части стельки. Поэтому идет немножко как бы зауженность такая, и она дополнительно обнимает ножку, стопу. И так комфортно, не растягивается, нога не болтается в этом шлепке, потому что здесь будет у меня открытый носок и недостаточно уж длинная деталь по обхвату, по подъему. Поэтому вот именно вот такая вот модель, она меня устраивает, она нравится мне, она нравится клиентам. Поэтому вот по размерам, значит так, на увеличение, значит увеличиваем точно так же. Допустим, 1 здесь и 1 в носочной части, либо только 1 часть в носочной, 1 петлю в носочной части. То есть тут надо экспериментировать, надо смотреть, не столько экспериментировать, сколько просто знать метод вашего вязания и исходить из этого. Так, у меня 23 воздушных петли и 2 петли подъема. Продолжаю вязать столбиками без накида. В 3-ю от крючка изнаночную перемычку. Вот у меня 1, 2, 3, вот сюда. В изнаночную перемычку, а косичка у меня остается сзади. Вставляю крючок в эту изнаночную перемычку, захватываю нить, вытягиваю ее. На крючке 2 петли,
захватываю нить и протягиваю ее через 2 петли. Таким образом получился столбик без накида. Дальше продолжаю таким же образом. Ой. И провязываю 13 столбиков без накида. Первый ряд такой немножечко будет сложноватый, особенно его первая половинка. Поэтому тут вот быстро и не свяжешь. 13 у меня по схеме столбиков без накида. 13 столбиков без накида. Продолжаю дальше переходным столбиком. Это будет полустолбик с одним накидом. Делаю накид на крючок. Завожу крючок за заднюю перемычку изнаночную. Вытягиваю ниточку, на крючке 3 петли. Захватываю нить и протягиваю ее сразу через все 3 петельки. Это получился полустолбик с одним накидом. Дальше продолжаю столбиками с одним накидом. Таких столбиков до последней нашей петельки, где мы будем делать с вами закругление носочное, мне нужно провязать 8 штук. Столбик с одним накидом, делаю накид на крючок, ввожу крючок за заднюю перемычку изнаночную, вытягиваю нить, через нее на крючке 3 петли, захватываю нить, протягиваю через 2 петельки, на крючке 2 петли, и захватываю нить и протягиваю еще через 2 петли. Это столбик с одним накидом. Таких столбиков нужно провязать 8 штук. Продолжаю дальше за изнаночные вот эти вот перемычки, которые сзади. На что здесь хочу обратить внимание по поводу отсутствия в последующем дырочек. Когда мы будем вязать дальше ряды, нам нужно, чтобы вот эти петли косичечные, верхние, да, шляпки столбиков, они были достаточно плотные. Для этого нужно следить, чтобы вот эта вот петелька, она свободно ходила по крючку, но не была разболтана, да, чтобы вот такого болтания крючка в петле не было. Я стараюсь вот эту петлю держать плотно, ну, пальчиком поддерживать ее, чтобы она не растягивалась. А остальные петельки, которые набираю, делать более пышными. Вот так. То есть здесь вот подтягиваю немножко побольше ниточку, а здесь уже аккуратненько. И вот эти вот косички, они будут плотные. И в последующем, когда у нас будет следующий ряд, дырочки между столбиками, ну, их, собственно говоря, просто-напросто не будет. Вот и все. Это нужно набить руку. Еще хочу на что обратить внимание, что вязать лучше, чтобы вот как бы они были плотными последовательно. То есть не сразу через все петли протягивать крючок. Ну вот я набила руку так, да. Не так сразу вытягивать, а последовательно. То есть сначала один, потом второй. Ниточка у нас не тянется. Мы следим за ее натяжением, и поэтому косички здесь остаются плотные. Дошла за весь разговор до последней петли. Вот она, последняя петля. Я не делаю здесь узла намеренно, чтобы не было дополнительного объема и дополнительных плотностей, чтобы не приносило дискомфорта при использовании ношения обуви. Значит, здесь у меня вот она, последняя петля. Здесь я буду делать прибавку. Прибавка будет смешанная. Она будет состоять из 4 столбиков. Почему смешанная? Потому что здесь разные столбики в этой прибавке. Один столбик с одним накидом, один полустолбик и 2 столбика без накида. Все в одну петельку. Вот у меня получается задняя перемычка изнаночная. Первый у меня будет столбик с одним накидом. Ввожу крючок, хвостиком фиксирую вот эту вот петельку, чтобы она сильно не растягивалась, хотя в принципе потом ее можно будет просто подтянуть. Провязываю здесь столбик с одним накидом. Дальше сюда же, вот она у меня, вяжу полустолбик с одним накидом. Провязала. Дальше в эту же
я буду провязывать 2 столбика без накида, но вот этот хвостик сейчас, я его перекину вот сюда и буду придерживать сзади пальчиком, фиксировать. Для чего? Для того, чтобы мне вот в эту вот петельку, в последнюю, она была как бы дополнительно, хвостик дает сюда объем, и здесь не будет дырочки. Хотя мы можем, конечно, подтянуть, но если мы подтянем, иногда бывает такое, что здесь образуется неровность. Вот, а теперь, контролируя вот эту вот нашу дырочку, мы тихонечко подтягиваем хвостик. Дырочки нет, и здесь нет никакого дополнительного уплотнения, чтобы не мешался рисунок. Все ровненько. И продолжаю дальше. Теперь я перехожу на вторую половину первого ряда. У меня следующий столбик будет полустолбиком. Ну, он как будет как переходный между столбиком без накида и столбиком с одним накидом. Провязываю в первую. Так, у меня вот здесь вот образуется косичка. Я буду провязывать за заднюю перемычку. Задняя перемычка — это у меня, вот у меня столбик последний, здесь у меня уже идут прибавки. Поэтому я смотрю, вот у меня столбик, и ему соответствует вот эта вот косичка и задняя вот эта вот перемычка. Ввожу в нее крючок и провязываю полустолбик с одним накидом. Дальше продолжаю столбиками с одним накидом. Их будет 7 штук. Также за заднюю перемычку вытягиваю нить и провязываю столбики без накида. Их будет, как я уже сказала, 7 штук. 7 столбиков с одним накидом. Носочная часть вот приняла у нас вот такой вот скошенный вид. И дальше продолжаю таким же переходным полустолбиком с одним накидом и перехожу на столбики без накида. 12 столбиков без накида. Также за заднюю перемычку. И приближусь к носочному закруглению. Там тоже будут прибавки для того, чтобы нам оформить округлость. 12 столбиков, и дальше, соответственно, схеме я буду делать прибавку. То есть в одну петлю, за одну перемычку я провяжу 2 столбика без накида. Вот у меня это перемычка. Я провязываю один столбик без накида и второй столбик без накида. Дальше у меня было 2 воздушных петли подъема. Смотрим. Вот у меня одна петля, вот вторая. За крайнюю дужку первой петли, вот она, я провязываю один столбик без накида. И вот вторая дужка, вторая петля подъема у меня была, и вот ее крайняя дужка. Сюда я провяжу еще один столбик без накида. Все. Первый ряд у нас закончен. Пока все закручивается, ничего страшного, оно потом отпарится и распрямится. Переходим ко второму ряду. Второй ряд у меня начинается с прибавки, то есть я продолжаю пяточное закругление формировать. И вот у меня начинается косичка от шляпок столбиков предыдущего ряда. И за обе перемычки, теперь вот за эту шляпку, за обе перемычки ввожу крючок. Провязываю столбик без накида 1 и сюда же столбик без накида 2. Сформировала полностью пяточное закругление, соответственно, схеме. Дальше продолжаю столбиками без накида. Этих столбиков у меня будет 12 штук. И подхожу к переходному столбику. 12 столбиков без накида. Далее, соответственно, схеме полустолбик
с одним накидом переходный. Для чего мы их делаем? Потому что столбики с одним накидом, вот он, да, какой. И столбик без накида, практически в столбике с одним накидом находится по длине 2 столбика можно разместить без накида. Поэтому здесь обычно делаем переходный столбик, полустолбик, для того, чтобы сгладить вот этот резкий переход от одного вида столбиков к другому. После полустолбика с одним накидом продолжаю дальше вязать ряд столбиками с одним накидом. Их у меня будет 8 штук. Один я уже провязала и приближаюсь к закруглению носочной части, где будем делать также прибавки. 8 столбиков с одним накидом. Далее, соответственно, в схеме продолжаю носочное закругление формировать прибавками. Провязываю 2 столбика с одним накидом за одну перемычку. В одну перемычку 2 столбика с одним накидом. Второй. В следующую перемычку также 2 столбика с одним накидом за обе перемычки. Следующая прибавка идет смешанная. 1 столбик с одним накидом и 1 полустолбик. Столбик с одним накидом. Полустолбик. Сразу все 3 петли провязываю вместе. И дальше 2 прибавочки из столбиков без накида. 2 столбика без накида за одну перемычку и еще 2 столбика за следующую перемычку. Второй. И еще одна прибавка из столбиков без накида. Готово. Дальше смешанная прибавка, столбик без накида и полустолбик с одним накидом. Столбик без накида и полустолбик. Дальше продолжаю столбиками с одним накидом. Значит, здесь у меня их что? 4, 8 штук и дальше полустолбик переходный. 8 столбиков с одним накидом за следующую перемычку, вернее, в следующую косичку за обе перемычки. И заканчиваю эту носочную часть полустолбиком с одним накидом. 8 столбиков с одним накидом, 1 полустолбик. Продолжаю дальше столбиками без накида. Так, у меня здесь их 8, 11 штук. 11 столбиков без накида. И буду делать дальше, формировать пяточное закругление. Проверяйте, пересчитывайте петли. В каком-то мастер-классе я рассказывала и объясняла, как можно читать схему. И, соответственно, схеме, если правильно мы ее читаем, можно не считать количество столбиков, которые мы провязываем, и проверять только чисто по рисунку. Сейчас не помню уже в каком, по-моему, в пуклях. Ну, можете посмотреть. Так, провязала 11, правильно? 11. Так, 4, 6, 9, 11. И дальше провязываю прибавку из столбиков без накида, 2 столбика без накида, следующую косичку, далее 1 столбик без накида, далее 2 столбика без накида, и 1 столбик без накида в следующую перемычку. Второй ряд готов. Следующий, третий ряд я буду вязать с переменой цвета. У меня будет другой цвет. Есть небольшие тонкости и советы, которые я вот сейчас расскажу вам.
отрисую следующий ряд схемы, и мы вернемся. Приступаю к третьему ряду, и когда я присоединяю другой цвет, так, эта ниточка мне уже не понадобится, я могу отрезать здесь хвостик. Что я делаю? Вот у меня последняя петля у второго ряда. Я распускаю ее не полностью, а вот оставляю недовязанную. То есть ниточку я вытянула, у меня получилось 2 петли на крючке. Я оставляю эту нить, беру следующую нить и заканчиваю столбик без накида. Так, чтобы у меня вот эта вот шляпка этого столбика, который у меня перейдет на другой цвет, соответствовала уже тому цвету, каким я буду вязать. Если я оставлю предыдущим цветом, то у меня получится здесь вот эта вот шляпка, она будет основным цветом, и здесь уже будет другой цвет новый, а шляпка останется таким. Ну, в общем, не очень красиво смотрится, поэтому вот лучше как-то так. Этот хвостик оставляю, я его захвачу, закреплю здесь с этой стороны, когда буду заканчивать третий ряд, а вот этот хвостик закреплю сейчас вместе с вязанием. Фиксирую его по задней поверхности и продолжаю дальше третий ряд. В третьем ряду третий ряд начинаю с прибавки, то есть у меня 2 столбика без накида будет за одну перемычку. Провожу крючок, здесь фиксирую ниточку, этот хвостик, чтобы его закрепить, беру рабочую нить и протягиваю ее через косичку, через обе перемычки, и хвостик вот здесь у меня сейчас зафиксируется. Провязываю 1 столбик без накида, и сюда же в эту же перемычку и хвостик фиксирую, 2 столбик без накида. Все, хвост у нас зафиксировался, можно будет его провязать еще, закрепить 1 столбиком без накида, и дальше, собственно говоря, его оставить. Он у нас потом по задней поверхности мы его закрепим за изнаночные перемычки. Дальше продолжаю третий ряд другой нитью. Кто вяжет одной нитью, можете упустить все это мое разглагольствование. Провязываю 22 столбика без накида. Это у меня идет третий ряд, он уже такой, можно сказать, фиксирующий такой вот стельку, уже окантовочный, даже можно так сказать. По поводу ширины, хорошо, размерного ряда. Значит, если ширина этой стельки, вот моей модельки, для вас не подходит, вам нужно сделать ее больше, то вы можете продолжить вот этот третий ряд полустолбиками с 1 накидом. То есть вы его провязываете весь от начала до конца, потому что если вам здесь будет узко, то, собственно говоря, вам, скорее всего, будет узко и в носочной части. Провязываете третий ряд полустолбиками. Если же вам нужно еще меньше сделать, еще уже сделать вот эту стельку, то в этом случае вы можете, допустим, в первом или во втором ряду вместо столбиков с 1 накидом провязать также просто полустолбиками. То есть у вас будет уменьшаться стелечка по ширине. Это по поводу размера. Ну и, значит, что я говорю? Да, 22 столбика без накида от прибавки, от начала третьего ряда пяточного закругления прибавочки до следующей прибавки для оформления носочного закругления. Мне нужно провязать 22 столбика без накида, чем я и займусь. 22 столбика. Дальше делаю прибавку из столбиков без накида, то есть 2 столбика без накида провязываю за 1 перемычку, далее 2 столбика без накида по 1 за каждую перемычку, дальше еще 1 прибавка из 2 столбиков без накида.
Дальше провязываю 7 столбиков без накида по одному каждую перемычку. Считаю 3, 4, 5, 6, 7. 7 столбиков без накида. Далее делаю еще одну прибавку из 2 столбиков без накида. И провязываю 21 столбик без накида до прибавки закругления пяточной части. Так, и дальше по схеме мне нужно сделать 4 прибавки из столбиков без накида. То есть в каждую перемычку я провязываю по 2 столбика без накида. 4 прибавки. Делаю закругление. И буду заканчивать ряд. Четыре. Дальше провязываю 1 столбик без накида. Ой-ой-ой-ой. Так, забыла сказать, да, упустила момент. Давайте распущу все 4 прибавки. У меня же здесь хвост. Вот он, который нужно закрепить. Увидела эту расхлябанную косичку и вспомнила про хвост. Вот он у меня хвост. Я его фиксирую по задней поверхности. Сейчас я его зафиксирую, чтобы он не болтался. Да, вот. Снова вяжу 4 прибавки из столбиков без накида для закругления пяточной части. 4 прибавки провязала. Делаю 1 столбик без накида. Вот он у меня здесь на схеме. Дальше вот этот значок у меня обозначает соединительный столбик. Я завожу крючок за обе перемычки, вытягиваю петельку и сразу же ее провожу через петлю на крючке. Вот он, соединительный столбик. И вытягиваю петлю. Теперь здесь мне нужно оформить фальш-петлю, но я буду делать обвязку у стельки, буду делать верхнюю обвязку вот такую. Вот она у меня, верхняя обвязочка. Видите разницу, да? Здесь просто связана стелька и идет косичка последнего ряда. Здесь у меня сделана верхняя обвязка. Чтобы мне сделать верхнюю обвязку без обрыва нити, мне нужно сделать здесь фальш-петлю, красиво закрыть ряд. И потом продолжить уже эту верхнюю обвязку. Затем я буду обвязывать этим же цветом, делать еще и нижнюю обвязку после того, как я приклею подошву, стельку на резиновую подошву. И для этого мне тоже нужна будет нитка. И вот чтобы без хвостов и без кусочков, чтобы они у меня нигде не болтались, мне нужно будет достаточно ниточки оставить от клубка. Что я делаю в этом случае? Кому сложно будет, можете пользоваться маркерами. Ну, я, в принципе, не пользуюсь. Я вижу по рисунку. Значит, смотрите. Для того, чтобы точно определить, сколько мне нужно оставить нити, ну, точно, не точно, там не до сантиметра, но так приблизительно, я делаю так. Я провязываю 10 столбиков без накида. Второй. Дальше продолжаю просто. 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Вот я провязала 10 столбиков. Вот у меня мой соединительный столбик, где я должна делать фальш-петлю. Теперь я все это распускаю до нужного мне, до нужной петли. И вот этот кусочек нити, я знаю, что у меня здесь связано 10 столбиков без накида, да? Вот этот кусочек нити я теперь замеряю, сколько он у меня. Естественно, следующую ниточку нужно будет подтянуть немножко. Также, смотря, насколько она у вас здесь получилась растянутая. Подтяну. Померяю вот этот кусок. Считаю количество перемычек по моей стельке. Сколько здесь у меня. Рассчитываю чисто арифметическим уравнением, да, в 10 столбиках у меня там, допустим, 80 сантиметров нити, и сколько у меня будет сантиметров, сколько мне нужно будет сантиметров на полностью всей обвязки, в зависимости от количества вот этих вот перемычек. И отмеряю нить. И оставляю ее. У меня в этой стельке 68 косичек. Вот этих вот окантовочных. Из этого расчета я себе оставила нити на верхнюю обвязку. И для нижней обвязки, после того, как я приклею подошву, буду делать еще нижнюю обвязку. В общем, на 2 обвязки я себе оставила соответствующую длину нити. Теперь что мне нужно будет? Всю эту нить, да, вот все, что как бы не очень это удобно, всю эту нить теперь мне нужно вытянуть. То есть вытягиваю всю эту петлю, протягиваю всю нить. Буду формировать фальш-петлю. Вытянула всю ниточку. Теперь, вот здесь у меня соединительный столбик провязан. Вот в эту петлю нижнего ряда. Буду я имитировать вот эту петлю для красивого закрытия. Ввожу крючок вот сюда, через петлю в следующую. Здесь соединительный столбик. Вот эту петлю имитирую, в следующую завожу крючок с изнаночной стороны. Захватываю нить и протягиваю ее. И теперь опять мне нужно всю эту ниточку, которую я себе оставила, протянуть через эту петельку. Протянула. Дальше вот эту нить, мою рабочую, мне нужно вернуть вот сюда, откуда она у меня вышла, откуда я начала ее вытягивать. То есть в серединку соединительного петельки соединительного столбика. С изнаночной стороны я завожу крючок. Вот у меня этот соединительный столбик был вот здесь, вот в этой петле. Под этой петлей на изнаночной стороне есть изнаночная перетяжка столбика. Я завожу сюда крючок. Завожу крючок в середину петли нижнего ряда, в которую связан соединительный столбик. Завожу крючок, дальше провожу его вот в эту петлю, из которой у меня вышла моя рабочая нить, этот хвостик. Захватываю его. И протягиваю через все 3 петли на крючке. И теперь снова мне нужно протянуть всю эту нитку. Протянула. Да, это не очень удобно, это, конечно, так напряжно вытягивать, перетягивать, но оно того стоит, знаете ли. И вот у меня сформировалась петелька. Ряд закрылся. Нигде никаких ни шовчиков, ничего нет, ни ровности нет. Все отлично, замечательно. И ниточка, вот этот хвостик у меня зафиксирован на изнанке. Теперь я буду продолжать делать обвязку. Так, вот у меня хвостик. Вот у меня соответствующая петелька
которую я сымитировала, да, и вот с нее я и начну делать обвязку. Завожу крючок за обе перемычки с лицевой стороны на изнаночную вывожу, захватываю нить, вытягиваю петельку на лицевую сторону и буду делать обвязку по всему периметру своей стельки соединительными столбиками или так называемым тамбурным швом. Завожу крючок, вытягиваю нить. У меня на крючке петелька уже есть. Эту нить, которую я вытянула, сразу же протягиваю через петлю на крючке. Вот так. Здесь рекомендую не затягивать, не тянуть, чтобы было не болталось, но свободно. Как-то так вот. Чтобы косички были ровненькие, красивые. Это придаст изделию хороший эстетичный вид. То есть вот так вот. Этим тамбурным швом я обвязываю полностью всю стельку. Встретимся с вами в конце, ну, либо в начале. Закончила обвязку. Вот я провязала последнюю петельку. Вот у меня начало. И теперь мне нужно соединить вот этот ряд. Тоже, чтобы не было никаких переходов, чтобы все было ровненько и красиво. Теперь мне нужно вытянуть опять всю эту нить, которую, если вы оставляли но на нижнюю обвязку, то значит вытягиваем полностью всю ниточку. Протянула нить. И теперь делаю фальш-петлю так же, как я делала при закрытии ряда в стельке. Вот у меня первая косичка. Завожу снаружи крючок за 2 перемычки. Вот. Захватываю нить и протягиваю ее через эти перемычки. И опять протягиваю нить. Протянула ниточку. И теперь мне нужно этот хвостик вернуть вот сюда, откуда он у меня вышел. То есть я, но еще учитываю то, что я буду делать нижнюю обвязку. Поэтому я возвращаю вот этот хвост. Если, давайте так, если вы не делаете нижнюю обвязку и у вас остался просто хвостик, вы, значит, делаете так. Вы с изнаночной стороны вводите крючок напротив вот этой вот этой косички, откуда у вас вышла петля, захватываете эту петлю и уводите ее наизнанку. Все, у вас сформировался ряд, хвост у вас уйдет туда, и у вас будет ровненькая обвязка, все, у вас будет завершена деталь. Если же вы делаете вместе со мной, будете делать и нижнюю обвязку, то вот этот хвост я вывожу не наизнанку, а я его вывожу теперь вот с лицевой части, с лицевой стороны стельки. Я завожу крючок в ту петельку, куда мне нужно вернуть, за крайнюю перемычку, захватываю нить и вывожу ее сюда, опять же протягивая всю нить. Протянула. Здесь подтягиваю, чтобы было ровненько. И оставляю пока так. Теперь я займусь отпариванием этой стельки, подготовкой ее к приклеиванию на микропористую резину. Видео по поводу того, как делать шаблон, как работать с микропористой резиной, у меня есть. Ссылочку я прикреплю в инфобоксе под этим видео. И в конце видео будет на экране ссылочка на этот мастер-класс. Ниточку хвостик, значит, в клубочек, пока его оставляю. Почему здесь вот так? Потому что этой поверхностью у меня будет приклеено, а вязать, потом продолжать обвязку я буду уже на эту сторону, и ниточка будет у меня выводиться сюда.
А здесь у меня останется все вот так вот, видите, симпатично и красиво. Теперь по поводу хвостов. Да, хвосты. Здесь дополнительно зафиксировать их можно за изнаночные перемычки от столбиков. Просто протягиваю. Много можно не протягивать. 2-3 вот таких вот фиксации. И, собственно говоря, можно либо хвост обрезать, либо оставить его, и потом он заклеится здесь и мешать нигде не будет. Все, этот хвостик тоже дополнительно можно зафиксировать, а потом приклеить его вместе со стелькой к подошве. Вот так. У меня готова и правая стелька. Теперь по поводу правой стельки. Схемы на стельке будут внизу в инфобоксе. Правая стелька ничем, собственно говоря, не отличается от левой. Единственное, что зеркальностью. Да? Зеркальные стельки, они просты в вязании. То есть у нас сохраняется пяточная часть без изменения, а носочная часть как зеркальным отображением вяжется. Но я вам скину ссылку на обе стельки. Тут ничего сложного нет. Правую стелечку с правой стелечкой справитесь самостоятельно. Теперь что? Отпариваю стельки, приклеиваю микропористую резину с изнаночной стороны и встретимся с вами на мастер-классе по пришиванию дополнительной фиксации микропористой резины к стелечке. Если вы будете вязать эти тапочки на двойной вязаной подошве, то в таком случае вы вяжете 2 правых стельки, 2 левых стельки и потом соединяете их между собой изнаночными сторонами. С обвязкой уже смотрите другие мои мастер-классы, где обвязка идет с двойной вязаной подошвой. Там тоже все достаточно хорошо показано. В общем, встречаемся с вами с готовыми приклеенными подошвами для дополнительной обвязки. И нет, сначала с пришиванием, а потом уже будет у меня еще одна дополнительная обвязка.